Привет, друзья, с вами Яна, и это канал Нави Junior. Мы, как и все, находимся на карантине, но это не повод вас не знакомить с нашим новым игроком. Зовут его Даниил Валитов, более известный как Эдрик. Даня, привет. Привет. Как твои дела? Все хорошо. Как ты проводишь свои будни на карантине? Да, много играю. Чуть режим сбился. Иногда смотрю фильмы. Чаще всего с Илюхой, Моноси. Всякие интересные. Вы вместе смотрите? Ну, типа мы запускаем в одно время и да, по TeamSpeak смотрим. Во сколько ты впервые сел за ПК? За ПК впервые сел лет в 6, наверное. У меня еще был Мгм. дома старый такой компьютер. Я там играл в всякие разные игры, типа там Call of Duty, всякие стрелялки. Ты помнишь свою самую первую игру? Да, это были Звездные войны, я помню. Я еще тогда с другом ходил в садик, нам понравились Звездные войны, и у него дома был компьютер тоже такой старенький, белый. И там были скачаны Звездные войны, мы вместе играли, и потом я еще на свой компьютер скачал, короче, это было прикольно. Как ты познакомился вообще с КС? Сначала я поиграл в нее в компьютерном клубе, но потом как-то я не сильно увлекся ею, и потом я посмотрел видео на ютубе какого-то летсплейщика, он играл в КС, и потом я уже увидел всякие профессиональные матчи, я помню, Нави еще играли, еще старая КС была такая, вот, и тогда прям мне это очень понравилось, и я понял, что я смогу, это мое. Ты увидел CSGO, тебе она понравилась, и ты сразу же решил ее купить. Да. Ты подошел к родителям, объяснил всю важность ситуации. Не, на самом деле, я не подходил к родителям, я сам как-то. Я не помню, откуда у меня были деньги, но я шел еще. Я ходил на брейкданс когда-то с другом. И я, короче, шел с брейкданса и тогда пополнил деньги через терминал. И тогда копил через электронный баланс себе КС. Ты помнишь свои вот первые ники в КС и вообще в играх? Какие у тебя были первые ники? Да, я помню, мой первый ник, самый первый, это был Мистер Квест. Потом был у меня ник Стрэш. И вот потом уже я, короче, смотрел стрим комментатора кого-то, я тогда не мог определиться с ником. Он комментировал матч по КСке, и я услышал ник, типа, не ник, а слово хэт-трик, и оно мне очень запомнилось, я его даже записал где-то, но в итоге у меня даже ник пишется, короче, не так, как правильно, вот. И вот тогда это стало моим ником, и он мне понравился прям. Если бы сейчас у тебя была бы возможность поменять ник, ты бы поменял бы его на другой? Да нет, меня пока все устраивает. А если бы ты мог бы его выиграть у другого игрока? Вот представь себе, ты вызываешь какого-то проигрока 1-1, а имку ты выигрываешь и забираешь его ник. Кого бы ты пригласил? Наверное, Симпла, но Симпла сложно играть на имке. С чего ты начинал? Вот как ты начинал играть? Ты играл там с ребятами на пабликах или сразу же начал на фейсит играть? Нет, на фесте я точно не сразу начал играть. Я играл сначала на пабликах, потом я играл в матчмейкинге, я откалибровался на какое-то низкое звание, но все равно оно у меня было выше, чем там у моих одноклассников и друзей. И там, помню, меня все типа завидовали и говорили, как это круто. В итоге я помню, в 11 лет я играл еще на старом ноутбуке, я апнул Supreme, я тогда был очень счастлив, вот. И потом, после того, как я апнул Global, я пошел на Faceit. Но я вначале, как только начинал играть на Faceit, я там играл для того, чтобы... Там можно просто выйти, и тебе ничего не будет. А если ты в матчмейкинге выйдешь, то тебя забанят там на неделю, может быть. И, короче, я Faceit играл чисто так, по фану. Чтобы не бояться выйти, если нужно будет. А в сколько лет, получается, ты апнул глобала? В 12 лет. А 10 уровень фейсит? 10 уровень Фейста. Я апнул в 14 лет, но я поздно начал играть в Фейст. Если бы я начал раньше играть, то я уверен, я раньше апнул. А сколько ты обычно времени тогда уделял КСке? Я просто еще параллельно профессионально занимался тэквондо, и на это тоже уходило много времени. Но мне это нравилось. Я ездил на соревнования, там даже выигрывал, становился чемпионом Украины. Но потом Ого. как-то... Ну, в то время я где-то уделял часа 3 в день, наверное. Не сильно много. Мгм. Так, по фанчику. А как сейчас обстоят дела с тэквондо? Ну, Не я не занимаешься? занимаюсь, не занимаюсь уже. Давно? 1,5 года уже почти 2. В чем причина того, что ты перестал заниматься тэквондо? Но оно как-то разонравилось, и в то время я еще пошел, мне друг пригласил на лан первый,
Я помню те эмоции первого лана, меня тогда очень зацепило, и понравилось. И тогда как-то начало угасать это желание тэквондо. Но в итоге, короче, чуть разонравилось. И Yep. я выбрал КС. Как родители относились к тому, что ты так много проводишь времени за компьютером? Так, с самого старта так себе, типа. Сейчас уже получше, но тогда вообще было сложно очень. Еще я приходил поздно с тренировок по тэквондо, мне нужно было делать уроки, но я там играл в КС. Короче, так себе. Тогда это было очень сложно. Но как ты с ними договаривался? Как ты пытался объяснить, почему тебе нужно поиграть вот пару часиков в КС? Но я пытался сразу объяснить, что типа это не просто игра, это спорт, и, ну, короче, я говорил им, что я перед собой ставлю, типа, максимальные цели, и в итоге, конечно, не очень так, им не очень нравилось это с самого начала, но по чуть-чуть как-то привыкли, наверное. Когда ты впервые узнал о том, что существует про-сцена КС? Ну, я смотрел где-то в 2014 всякие разные матчи, там Непов я смотрел, Нави, и я помню еще турниры всякие были там небольшие. Там где-то на сцене собирались люди, смотрели это все. И вот тогда я понял, и меня это заинтересовало. А когда ты четко осознал, что ты тоже хочешь быть киберспортсменом, и у тебя есть все для того, чтобы быть успешным? Прям четко в 13 лет. Именно четко я выбрал для себя в 13. А вот что тебя привлекло в киберспорте? Возможность путешествовать, быть знаменитым, популярным, получать неплохие призовые, заработную плату, или просто вот желание побеждать и доказывать, что ты там первый, лучший? В первую очередь желание побеждать и доказывать, что я первый лучший. Ну, я не знаю, ну как-то самой тянет, даже сложно так сказать. Все эти пункты, там, заработок, популярность, это как бонусы. Вот твой первый турнир, за которым ты действительно с интересом наблюдал. Я помню, это вроде был какой-то StarLadder еще в Киберарене. Я точно не помню, какой сезон, но, короче, это был StarLadder. И он еще был тогда в Киеве, и... Короче, так. А ты приехал на лан или ты наблюдал Не, путем онлайн? я наблюдал в онлайне. У меня еще друг тоже интересовался КС-кой. Я хотел с ним съездить туда. Но в то время он еще не проходил, он уже тогда закончился. И вот на следующие турниры мы все-таки собрались и поехали. Вот как раз расскажи нам про свой первый лан-турнир. В центре Киева, короче, есть такой клуб, Киберзон называется. И меня тогда пригласил мой друг, им нужна была замена. Вот, я помню, я, конечно, тогда пришел, я переживал, не знал, там руки тряслись, потому что это был мой первый лан. Но в итоге, прям вот те эмоции, которые я испытал, победы, там, поражения, это прям очень классно, и вот это меня зацепило больше всего. А сколько тебе было лет тогда? 13. Ты сам ездил или ты там с сестрой, с родителями? Но я ездил сам чаще всего, но меня забирал папа, потому что папа там тоже переживал, там Ну, понятно. допоздна в компьютерных клубах. Ты в интервью говорил о том, что благодаря твоему первому лан-турниру ты попал в сильную локальную команду. Что это за команда? Это была команда Chemical Rush, я еще спонсировала Киберзону, там давали компьютеры бесплатные, вот, и у меня на то время был плохой компьютер, и, ну, это была возможность играть сколько тебе угодно. И вот тогда, ну, это была неплохая локальная команда, она там составляла конкуренцию хорошим командам тоже. И вот там первый капитан мой, такой серьезный, его зовут Денджел, он, короче, научил меня базе КС, и ну, тоже много опыта я получил, играя в той команде, и эмоций. Как ты попал в команду Spirit? А я помню, мне пригласил мой друг, ну, не друг, а знакомый, он написал мне, не хочешь потеститься в команду к Сотфику? И тогда Сотфик собирал из всего СНГ третий состав Team Spirit. Там был он, Крекер, и они еще троих искали. И тогда был тест, там много игроков опять же участвовало, и вот я поиграл тест, я им понравился, хорошо себя проявил, в итоге меня позвали. Ты потом обновил себе ПК или тебе организация предоставила? Я Вот обновил все. ПК, я помню, я еще папу уговаривал, чтобы он мне купил компьютер дома, чтобы не ездить в компьютерные клубы, как он. Ему просто не нравилось это. В итоге все-таки спустя время получилось там, и мы собрали неплохой компьютер, слава богу. Папа тебя поддержал. Ну да, поверил мне. Чем занимался третий состав и почему его распустили?
у нас там были свои цели, там топ-50 попасть вроде были, топ-40. Но мы не сильно долго проиграли, потому что в итоге Паци и Сотфик в конце года 2019 мы собрались в TeamSpeak, и, короче, они перешли в Аспаду, Пацанчик и Сотвик, а вокруг Сотвика строилась команда, в итоге нас распустили. И я стал свободным агентом. Расстроился? Ну, тогда я расстроился, потому что я считал, все-таки у нас неплохо получалось играть, мы там неплохие команды обыгрывали на праках, и, ну, тогда я расстроился, но в итоге переосмыслил все, и все, что не делается, все к лучшему. Кстати, Нави вот совсем недавно играли против твоих, скажем так, бывших тиммейтов, против Эспады. Ты Мгм. наверняка же смотрел игру. Да, я смотрел. За кого топил? У меня были двоякие ощущения. Ну, сначала, конечно, ну, я болел за Нави, но опять же, мне было интересно посмотреть, как там э, Пацанчик играет, как Сотфик играет. Но было видно там даже некоторые раунды, которые у нас были. Как бы интересно было смотреть, и я все-таки болел за красивый КС больше. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы выиграли Нави, но было бы интересно, если бы там была третья карта, допустим, посмотреть, что было бы на Дасте. А чем ты занимался вот с момента, как распустили ваш состав? Я тогда пару дней отдохнул, потом играл в Faceit Premium, всякие там CIS-лиги играл. В итоге, ходил на ланы, так, был сам по себе, в плане без команды. В миксах там участвовал по-разному постоянно. И в итоге вот спустя пару месяцев у меня выпал шанс присоединиться к Нави. Ты помнишь вот те свои первые эмоции, когда ты узнал, что тебе прилетел инвайт от Нави Junior? Да, я помню, это было прям очень классно. Кто тебе написал? Мне написала Миран, я тогда бегал прям по квартире. Я, короче, себя очень хорошо чувствовал. Тогда сразу папе, маме сказал. Это было как-то непредсказуемо для тебя? Или все-таки были какие-то предпосылки Это изначально? было непредсказуемо, потому что я тогда пришел со школы, вот, и тогда мне Амиран написал, и, короче, все было классно потом. А что он тебе написал? С ним до этого чуть общались, я там скидывал свои демки, он мне написал, типа, зайди в TeamSpeak. Я зашел в TeamSpeak, и он мне это все сказал, и я прям очень счастлив был. Я бегал по квартире, там. Ты ему изначально сам первый написал? Так, мы, короче, встретились возле компьютерного клуба, там турик какой-то проходил. Там просто в тот день гулял Амиран, Валера Бит и Лёша Топа. Вот. Мгм. И, короче, там меня посоветовали. В итоге Амиран написал мне, типа, скинуть свои демки. Я скинул свои демки, и в итоге как-то начали общаться потом. Как долго ты думал над этим предложением? Я вообще недолго думал, я сразу согласился. Я был очень счастлив, вообще даже не думал. А как отреагировали твои друзья, вот те ребята со школы, которые тебе завидовали, что у тебя такой крутой скилл? Вот своим бывшим тиммейтам рассказал. Ну, мои одноклассники и друзья меня поддерживали постоянно. А тиммейтам я не говорил, ну, до анонса. Потому что все-таки хотел как-то, чтобы это стало неожиданностью. Я рассказал своему одному другу именно все, ну, короче, то, что меня там пригласили, возможно, я присоединюсь к Нави. И он тогда, конечно, тоже очень счастлив был. Это были искренние эмоции, это было видно. Поменялось ли как-то отношение одноклассников к тебе? Кто вот немножко знаком с киберспортивной индустрией, с Нави? Я же присоединился к Нави, когда карантин, короче, начался. Ну Я да. еще в школу не ходил. У нас сейчас, типа, группа вообще там, своя, скажем так, банда. И, короче, туда скинули эти новости, поздравляли все. Это было тоже классно. Как ты сам думаешь, почему именно тебя пригласили? Ну, из-за того, что меня особо никто не знал, в большей степени, думаю, меня поверили. Это как на перспективу меня взяли. Но я уверен, что я, ну, при желании покажу себя. И я там на CSPRO играл тоже так, неплохо себя показывал. Но в итоге как-то познакомились с ребятами, пообщались, в итоге мне дали шанс. А с кем из парней ты еще был знаком? Или это, по сути, вот первое ваше знакомство было? Была лига в Киеве, киберспортивная. Тогда Мгм. еще Капачо играл за команду Majesty, и они Мгм. приехали на лан в Киеве. Конечно, они тогда нас обыгрывали, но они приехали на лан в Киеве, это был именно уже гранд-финал. Там были неплохие призы, и финал игрался на ХЛТВ. У нас самая первая игра была против них. Мы играли на Инферно, и вот тогда мы выиграли 16-11. Ну, короче, первую игру мы выиграли. Потом мы еще встретились в полуфинале.
верхней сетки. И, короче, финалист, тот, кто побеждает, выходит на ХЛТВ в гранд-финал турнира. Мы проиграли им тогда Мираж без шансов. И вторая карта была Нюк. Мы проигрывали 12-3 вроде бы за атаку, но в итоге мы перешли за КТ, мы камбэкнули. Счет был 14-14. Мы отдали 4-2. И в итоге после этого мы отдали серию. И следующая карта была бы Инферно, я думаю, мы бы могли там выиграть. Я еще был знаком с Битом, ну так, тоже чуть-чуть, потому что он с братом ходил на ланы еще летом. На Болонь туда ездили на ланы, и я там Мгм. тоже был. И мы с ними... Ну, я тогда с Лео, ну, с Кинзором так знаком был. И вот как-то с Битом мы тоже познакомились, я его добавил в друзья. Это как раз было в то время, когда Бит принимал участие в Нави Спортске. Да. Ты наблюдал за этим проектом? Да, я наблюдал. Я даже заявку там подавал, но я слишком маленький был. Ещё. А тебе ничего не написали? Ну, мне было 14 лет, и я еще такую заявку отправил стрёмную. Как тебя встретили остальные ребята? После того, как мы там все подписали, меня анонсировали, меня Амиран пригласил в группу общую, меня там все поздравили, там, короче, все хорошо, все классно встретили, всем благодарен за это. Ты очень положительно отзывался в своем интервью о своем первом наставнике, о Диме Сотфике. Мгм. Уже сейчас ты работаешь с Амираном. Как тебе Ами как тренер? Амиран офигенный тренер, он, ну, показывает тебе на ошибки, и тебе легче их фиксить, он постоянно поддерживает тебя в сложные моменты, короче, ну, все хорошо, и видно то, что подход у него реально профессиональный, и это очень классно. И он относится ко всем, как к своим, не знаю, детям, братьям, короче, все хорошо. Прям видно то, что это все искренне и классно. Ты, как и Моноси, как и Фир, игроки запаса. Мгм. Как у вас построен тренировочный процесс? Ну, до Na'Vi Yas мы собирались в TeamSpeak, были там на разборе Na'Vi Junior демок, и недавно у нас была индивидуальная тренировка, там был я, Илья и Амиран. И нам рассказывали всякие базовые моменты. Ну, короче, база Counter-Strike, там Илюхе рассказывали, как на роли Авика лучше играть. И вот тогда это была как первая именно тренировка индивидуальная. То есть вы тренируетесь отдельно, вы с Нави Junior не тренируетесь вместе? Против друг друга, типа? Ну, против друг друга, либо там у вас общая тренировка для всех участников команды. Ну, мы играли праки против друг друга. Прака 3 вроде мы играли. И как прошло? Ну, так себе. Нас без шанса выиграли. А вот вы индивидуальные тренировки как-то изменили с приходом в Нави? Или такие же и остались? Да такие же. Ну, мои тренировки это я захожу в КС, иногда Bunny Hop захожу, но чаще всего Aimbots. Я там играю минут 20-30, наверное. Потом иду дезматч, и после этого иногда тоже Bunny Hop, чтобы все-таки еще больше почувствовать мышку там. Но вообще идеальная тренировка для меня это сначала Bunny Hop минут 20-30, потом Aimbots, наверное, минут 40, и дезматч минут тоже 30. Это именно как тренировка. Ты обсуждал с Мираном ваши дальнейшие планы? Будешь ли ты приезжать на БК, принимать участие в турнирах? Я вообще должен был еще раньше приехать, но из-за карантина все отменилось, все планы пока что. Но я думаю, на буткемп я буду приезжать. А насчет турниров, ну пока не знаю, нужно еще решить, что будет с Na'Vi Yas. И вот мне летом исполняется 16 лет, там уже посмотрим. Пока еще не знаю, что будет. Нави Youth, что это за команда и как она появилась? Ну, эта идея пришла, я так понимаю, недавно плюс-минус. Все-таки 3 игрока было в запасе, и появилась идея сделать как третий состав, чтобы все-таки мы могли принимать участие в каких-то турнирах, тоже получать опыт, там тренироваться. И как ты отреагировал на такую идею изначально? Конечно, это классная идея, потому что все-таки играть праки против сильных команд и просто играть праки и апгрейдиться, это очень классно. Ну, это опыт, и как бы ты как команда, и как там если ты играешь с кем-то в паре, то ты очень сильно растешь и прогрессируешь. Тем более, если ты фиксишь ошибки. А кто у вас кэп в команде? Фир? Да, Родион. Как тебе Родион, как ингейм лидер? Ему, конечно, есть над чем работать, но он очень классный гейм-лидер.
Даже если брать сейчас, то он поддержит в любой момент, он может там разрядить обстановку, подсказать что-то. Ну, короче, мне очень нравится, какой у него подход и как он капитанит. А кто остальные два участника? Ну, Кицуо, я на самом деле с ним не особо был знаком до этого, я там играл против него пару раз на всяких лигах. А Wonderful, он с Одессы вроде бы. Я с ним играл на турнире онлайн каком-то, против него там играл пару раз тоже. Но с ним я так был чуть-чуть косвенно знаком. И, ну, короче, Перспективные. ребята, да. Ну, в целом тебе нравится твоя команда на данный момент. Да, нравится. Конечно, стоит работать много еще. Вы уже успели принять участие в нескольких квалах. Первое — это Home Sweet Home Cup. Что-то не получилось. Ну, мы тогда выиграли экстремум, почти без шансов, 16-5 Мгм. на Мираже. Или 16. Ну, короче, вообще тоже почти без шансов их выиграли. Sinners — это все-таки команда, и нас просто в хлам без шансов выиграли. У нас ничего не получалось. Ну, короче, они просто были на голову выше, и мы играли как микс, и у нас не было особого понятия, что такое, ну, как нужно играть на Вертиго дефолтном именно командой. И мы просто как пытались индивидуальные игры сделать, но даже если ты делаешь где-то фраг, то они сразу тебя разменивают, и очень сложно, короче, было против них играть. Но я думаю, если бы мы играли против Sinners какую-то другую карту, мы точно взяли пару раундов. То есть вопрос Вертиго все-таки. Но я думаю, больше да. А как сейчас обстоят дела с Вертиго? Потому что Вертиго — одна из, скажем, топовых карт в Нави Junior. Да, сейчас уже получше, потому что я посмотрел демки, как играть профессиональные команды, раскидки выучил. Но на самом деле это не сильно сложная карта, если там понимать дефолт и просто понимать, что нужно делать, какая твоя задача. Как тебе в целом мапул Нави Junior? Но они хороший мапул. Они на тех картах, которые они играют, они довольно-таки сильные. А вот мапул вашей команды отличается от мапула Нави Junior? Но мы играем всякие дефолтные карты пока что. Мы особо не трогали нюк и вертиго после поражения, потому что там все-таки нужно разбирать, именно думать, как правильно сыграть, всякие дефолты выстраивать. А на Мираже, на Дасе, там на Трейне все понятно. Там... Ну, на Трейне посложнее, но Даст Мираж — это дефолтная карта, на них, в принципе, все понятно. Как тебе последнее обновление в КС? Ну, классно то, что разработчики работают над этим. Там прикольно, на самом деле, изменения. Еще говорят, что Анубис будет в официальном маппуле. Короче, классные изменения. И там можно прицелы видеть других игроков, как в Valorant. И копировать можно. Да, я еще давно об этом думал, на самом деле, что в КС такое было. Но в итоге его сейчас добавили. Какая у тебя самая любимая и самая нелюбимая карта? Ну, мне нравится Мираж как карта. И, наверное, Даст. Ну и Трейн. Не, ну я не могу сказать именно одну. Окей, давай выберем тогда самую нелюбимую карту. Вот которую ты бы пикал бы в последний момент. Вот последнюю очередь. Это, наверное, Оверпас. Оверпас — сложная карта. Ее нужно уметь играть. Там Или надо... просто удалить из мапула. Или просто удалить, да. И взять Анубис. Или Каблстоун. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ну, Вот. тренироваться, прогрессировать и как бы каждую ступеньку превосходить и становиться лучше. Вот есть какие-то конкретные цели в плане киберспорта? Вот чего бы хотелось бы добиться на киберспортивной арене? Да, есть. Я хочу стать лучшим игроком Мгм. и стать лучшей командой, потому что если ты лучший игрок, то как бы это топчик, и все на тебя смотрят. Короче, когда ты показываешь какие-то классные мувы, все прям вау. А командой я хочу стать, потому что, ну, это, я думаю, цель каждого игрока, который киберспортсмен, стать лучшей командой. То есть, выбирая между ты топ-1 и команда топ-10, ты выберешь последнее. Топ-10? Ну да. Просто если я топ-1, то, скорее всего, я буду в команде в топ-10 100%. Но я бы выбрал топ-1, потому что я так был бы в команде топ-10. А если Мгм. бы я выбирал между топ-1 игроком и топ-1 командой, ну, сложный вопрос на самом деле. Но я думаю, я бы постарался сделать так, чтобы я был лучшим игроком в лучшей команде. Играешь еще во что-нибудь помимо КС? Valorant, к примеру. Не, в Valorant я даже не играл, я смотрел стримы. Ну, прикольная игра, так чисто расслабиться, но я как-то даже, мне не было особого желания играть в нее. Я считаю, эта игра там пошумит и пройдет.
хайп. Хотя, если разработчики будут очень работать и пытаться что-то добавлять новое, что интересует людей, то, в принципе, все возможно. Но как-то не особо даже хочется в нее играть. То есть в целом с тезисом, что Valorant убийца КС, ты не согласен? Нет, 100% нет. И давай с тобой соберем команду твоей мечты. Вот ты можешь взять абсолютно любого игрока, даже тех игроков, которые уже закончили киберспортивную карьеру. Мгм. И забудем про языковой барьер. Ну, я бы взял Монаси. Внезапно. Ну, с Зевсом, на самом деле, я бы тоже поиграл, как с капитаном. Мне тоже интересно, как он выстраивает команду, как он играет. Но я бы взял Симпла, наверное, потому что все-таки он понимает все, что происходит в игре, и как бы он на левел выше, чем все остальные. Я бы Мгм. взял, наверное, еще Гзипникса. Представь себе, что, ну вот нет Нави. За какую организацию хотелось бы выступать? Наверное, Liquid или... Ну, наверное, все-таки Liquid, потому что они там в Америке, все-таки интересно этот опыт получить. Играя в другой команде, там, где другой язык используется. Или еще в Астралис, там тоже интересно, как все происходит, как все строится. И ты рассказал уже про тэквондо. Чем ты еще увлекаешься помимо гейминга? На данном этапе? Ну да, в данный момент или вот до карантина, когда ты мог выходить из квартиры. Я люблю ходить в кино с друзьями. Ну, я вообще люблю кино, потому что, не знаю, что-то интересно просто. Там, фильмы всякие смотреть. Просто гулять, общаться с друзьями люблю. Видосики всякие смотреть. Короче, такие вещи. А какой твой любимый жанр? Ну, мне нравятся триллеры-детективы. О, Мы, найс. мы посмотрели недавно пару классных фильмов. Прям всех могу посоветовать. Посоветуй. Я люблю На- такое. Называется фильм «Невидимый гость». Тоже классный фильм, там с неожидаемым сюжетом. И «Исчезнувшая». Он, конечно, долгий, но он тоже очень классный. Поэтому всем рекомендую, у кого есть время посмотреть фильмы. Фотку не подписан. На дотку не подписан, там, я знаю, есть всякие видео. Еще с КС 1.6, там, где был Маркелов, Сеня, там тоже есть смешные видео. Кого еще смотришь на ютубе обычно? Райза смотрю, О, найс. Петрика тоже смотрю, у него фишки. Раскидочки. Да. Да. Фишечки от Петрика. Я подписан на Яна Топлиса. Я недавно о нем узнал, но я посмотрел его видео. У него очень классное... Он классно преподносит свои видео и классно их делает. Мне нравится его видео. А так я смотрю обычно по рекомендациям. Вот представь себе, там, тебе 33 года или 32 года, ты решил уйти на пенсию киберспортивную. Чем бы хотел заниматься? Бизнесом, ютубом, организацию свою? Ну, так пока сложно сказать, но я бы хотел какой-то иметь свой бизнес, чтобы все-таки было на что жить после того, как я уйду с киберспорта в плане с роли игрока. Может, я стану там комментатором каким-то или владельцем какой-то команды. Но вот вообще в идеале иметь какой-то бизнес, наверное. А у тебя есть домашние животные? Кот. А хотелось бы завести, не знаю, еще какое-нибудь животное? Я бы хотел, на самом деле, собачку завести, потому что она именно... Если коты, на самом деле, не наглые чуть-чуть и милые, то собака, она прям, как бы понимает все, я думаю. Ну, преданная. У меня 2 Да, собаки, преданная. могу привезти одну, если хочешь. Сериал, который должен посмотреть каждый. Ой, на самом деле, я не сильно люблю смотреть сериалы. Я смотрел недавно сериал «Мандалорец» от «Звездных войн», тоже Мгм. прикольный. И, наверное, «Во все тяжкие». Ну, я бы сказал «Игры престолов», но я его не смотрел. Ты не смотрел? Не. Мы нашли этого человека. Любимый канал на ютубе? Ная. Где тебя можно встретить чаще всего в Киеве? В Ривермолле. Ну, я не знаю, в парках, наверное, в школе можно встретить меня. Ну, скорее всего, в торговых центрах где-то. Я люблю гулять. И в конце ты можешь обратиться к нашим зрителям и подписчикам. Ребят, я хотел вам сказать спасибо, что нас поддерживаете. Мы вас за это очень любим и ценим. Мы будем стараться добиваться максимум, показывать хорошие результаты. Также подписывайтесь на соцсети, там вы увидите много нового и всякие новости прикольные. И поэтому любите Нави, болейте за Нави. Мы вас не подведем.
И Даня немного, как и Илья тоже наверняка, немного стесняется, поэтому подписывайтесь еще на соцсети Дани, на его Инстаграм, на его ВК, у него есть паблик ВК, и еще он начал стримить, поэтому заглядывайте к нему на стримы. И подписывайтесь на наш канал. Все, спасибо тебе огромное за интервью, что уделил время. Вам спасибо. Надеюсь, нам время, надеюсь, что скоро карантин закончится, и мы наконец-то увидимся с тобой на буткемпе. Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии, которые я всегда, к слову, читаю. Все, пока, до скорой встречи.